Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германии сегодня продолжается обсуждение между фермерами и представителями власти по поводу закона Европейского Союза о восстановлении природы. Планируется выделение тысяч гектаров под охранной зоны, что фермеры связывают с рисками для своего бизнеса и возможным ростом цен на продукты. Сейчас спор идет не только о земле, но и о будущем сельского хозяйства в Германии и Европе. И это еще не все. Опросы показывают, что все больше работников в Германии задумываются о смене работы, даже если считают свое место стабильным. Главной причиной это зарплаты, которые не поспевают за расходами, и, что интересно, это отсутствие перспектив роста. И напоследок новость для потребителей. В Германии снова заговорили о фруктовых напитках, которые почти не содержат самих фруктов. На упаковках изображены ягоды и апельсины, а внутри часто оказывается смесь воды, сахара и ароматизатора. Мы платим за сок, но получаем сладкую жидкость с минимальным содержанием натурального сока. И это подрывает наше с вами доверие к продуктам в Германии и Европе. Здравствуйте, обо всех последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, сегодня в Германии продолжается серьезная дискуссия между фермерами и политиками из-за нового закона Европейского Союза о восстановлении природы. Суть заключается в том, что Европейский Союз хочет выделить дополнительно 4600 гектаров земли под охранной зоной, чтобы вернуть экосистемы в естественное состояние. Фермеры воспринимают это как прямую угрозу их работе. На аграрном форуме в Ноймюстере представитель фермеров Шлезвиг-Гольштейна Клаус-Петер Лухт сказал прямо, цитата: «Ни один гектар пахотной земли мы не отдадим». Он говорил перед тысячей коллег, и его поддержали аплодисментами. Почему это так важно? Да потому что фермеры уже давно живут в режиме постоянного давления, цены на удобрения и энергию растут, урожай зависит от погоды, а правила Европейского Союза постоянно усложняют им работу. И теперь еще отбирают землю под охрану. Для многих это выглядит как ощущение, что интересы фермерам учитываются недостаточно. Лухт привел пример. В последние годы мир уже видел, как быстро могут ломаться цепочки поставок. Когда происходят серьезные внешние события или перебои с поставками, продукты дорожают, а люди начинают искать более доступные варианты. Фермеры говорят, что если еще сократить площади под производство, то цены вырастут еще сильнее, и это ударит по обычным людям. Он также отметил, что это может усилить общественную напряженность, поскольку продукты питания являются базовой необходимостью. С другой стороны, Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен заявляет, что природоохранные меры нужны, иначе Европа потеряет биоразнообразие и станет менее устойчивой к климатическим изменениям. Урсула фон дер Ляйен также заявила, что сейчас это не просто экология ради экологии, а попытка остановить деградацию почв и защитить природу от вырубки, а также интенсивного использования. Но в реальной жизни мы с вами видим, что это выглядит как конфликт двух логик, то есть речь идет о поиске баланса между экологией и производством. Я вам уже недавно рассказывал, что Фридрих Мерц, партия Христианско-демократический союз ХДС, давно выступает за более жесткую защиту интересов бизнеса и сельского хозяйства. Для него этот спор – это шанс показать, что Европа не должна давить немецких фермеров правилами, которые ухудшают их жизнь. Министр сельского хозяйства Шлезвиг-Гольштейна поддержала фермеров частично, но при этом напомнила, цитата: «ЕС принял правила, и их нужно соблюдать». Это звучит как попытка все-таки успокоить обе стороны, фермеров, что их услышали, и Европейский Союз, что Германия не будет открыто нарушать правила. В итоге мы видим, что конфликт не про 4600 гектаров как цифру таковую, а про принцип. Фермеры считают, что их постоянно заставляют жертвовать, а политики хотят показать, что природа важнее. То есть обе стороны говорят о защите, но получается, что каждая защищает именно свое. И если компромисс не будет сегодня найден, это может привести к новым формам общественного выражения недовольства, а жители городов могут острее ощущать рост цен на продукты. И тут есть один важный момент. Сегодня производство еды никак нельзя отделить от самой политики. В нашем с вами современном мире зеленые правила и экономика переплетены. Если власть хочет экологию, она должна одновременно дать фермерам инструменты и поддержку, а не просто взять и забирать землю. Потому что если сельское хозяйство ослабнет, это может создать сложности для продовольственного обеспечения страны. Следующая новость одна из самых важных. В Германии зафиксированы новые изменения в настроениях на рынке труда. По данным опроса, большинство работающих готовы сменить работу, даже если сейчас считают свое место нормальным. Это означает, что люди не столько уходят из-за кризиса, сколько потому, что перестали верить в перспективы
на текущем месте. В вопросе почти 58% респондентов заявили, что могут представить себе смену работы, а каждый третий хотел бы сделать это уже в ближайшие месяцы. При этом около 70% говорят, что они в целом довольны своей работой, и это показывает, что причина не в негативном отношении к самой работе, а в стремлении улучшить условия. Среди главных причин это деньги и карьерный рост. Многие отмечают, что зарплата не успевает за ростом расходов, а продвижение по службе почти не происходит. Это особенно заметно в секторах, где люди долгое время работали на одном месте, но не видят, что их усилия ценят. В таких случаях работники начинают смотреть вокруг и замечать, что конкуренты предлагают лучшее, и это подталкивает к смене. Одновременно компании в Германии тоже фиксируются изменения, вакансий стало меньше, а требования к кандидатам, наоборот, усилились. Это создает ситуацию, когда люди готовы вроде бы уйти, но боятся, что не найдут новую работу быстро. Именно такая неопределенность и удерживает многих, хотя, как мы с вами видим, желание сменить место работы растет. Таким образом, опрос показал, что страх потерять работу остается одной из причин, почему люди все еще остаются на текущем месте. Исторически это уже, кстати, не первый раз, когда рынок труда, скажем так, двигается после кризисов и резких скачков цен. Помните, как еще недавно в прошлом, после пандемии, многие компании увеличивали зарплаты, чтобы удержать своих сотрудников, но затем рост замедлился, сейчас снова появляется ощущение, что зарплаты не соответствуют реальности, и это приводит к росту готовности к смене работы. Для экономики Германии и Европы это важно, потому что значительный отток сотрудников может снизить производительность компании и увеличить нагрузку на кадровые службы. Но все-таки для работников это шанс, согласитесь, потому что когда рынок меняется, у тех, кто умеет искать и договариваться, появляется возможность получить более выгодные условия. В этом и есть главный конфликт, когда работники хотят улучшить свою жизнь, а работодатели не всегда готовы менять условия, потому что это, соответственно, увеличит их расходы. Мы с вами это понимаем, что если сегодня компании не начнут пересматривать зарплаты и условия, готовность к смене работы может превратиться в реальный отток кадров, а это уже, соответственно, будет проблемой для бизнеса и для экономики в целом. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии снова обсуждается тема фруктовых напитков, которые почти не содержат фруктов. На полках супермаркетов Германии можно найти соки и нектары с яркими этикетками, на которых большие ягоды и фрукты, а внутри смесь воды, сахара и ароматизаторов. Покупатели платят за фруктовый продукт, но по факту получают напиток с минимальным содержанием натурального сока. Проблема в том, что правила маркировки позволяют производителям писать на упаковке фруктовый или сок, даже если доля натурального сока очень мала. Часто это происходит потому, что производители экономят на сырье, ведь мы с вами видим на полках, что настоящий фруктовый сок стоит дороже, но вот спрос на дешевые напитки остается все-таки высоким. В результате компании используют концентраты, добавляют воду и подсластители, а на упаковке все равно делают акцент на натуральности и пользе. Это и создает расхождение между ожиданием потребителя и фактическим составом продукта. Для обычного покупателя, для нас с вами, это вопрос доверия. Например, сегодня многие семьи выбирают такие напитки, чтобы дать детям что-то полезное, но потом выясняется, что по составу они все-таки ближе к сладкой воде, чем к фруктам. Примеров таких историй хватает, родители жалуются, что ребенок пьет сок, а на деле получает много сахара и мало витаминов. С точки зрения рынка ситуация понятна, производителям все-таки выгодно снижать долю сока, потому что это снижает себестоимость. Но такой маркетинг в долгосрочной перспективе может даже негативно сказаться на репутации самих брендов и доверии к продуктам. Люди начинают смотреть на этикетки, сравнивать состав и все больше выбирают напитки с прозрачной информацией о доле сока. В Германии сегодня множество примеров, когда потребители переходили на более дорогие, но, скажем так, честные варианты или вообще выбирали воду и чай, потому что не хотят покупать пустую сладкую жизнь. Сегодня регуляторы все-таки могут ужесточить требования к маркировке, чтобы на упаковке было более ясно крупными цифрами, сколько именно сока в напитке. Но пока это не произошло, производители получают прибыль, потребители платят за обещания на красочных этикетках, которые не всегда выполняются. Таким образом, мы живем в эпоху с вами, когда маркетинг активно формирует образ продукта, а покупателям важно внимательно читать состав и ориентироваться на фактическую информацию. Потому что даже в Германии и Европе, где качество продукта вы знаете обычно высокое, можно столкнуться с тем, что сок – это не то, что мы с вами ожидали. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.